Политэкономия есть такое понятие – периферийный капитализм. Периферия капитализма. Вот в XVI веке Польша, не Речь Посполита, а именно коронные земли, и сделались такой периферией капитализма, ресурсной базой растущего в Западной Европе буржуазного строя. Виной тому стали украинские черноземы. Благодатнейшие земли, на которых возделалась украинская пшеница, степное золото. Это и радость, это и печаль, это и горе, это и тяжкий крест Польши. Именно из-за пшеницы Польша включилась в разделение труда, буржуазное разделение труда европейское, и стала тем резервуаром, из которого Голландия черпала ресурсы для своей торговли, для своей мировой торговли. Главным ресурсом была пшеница, и Польша исправно ее поставляла более 100 лет. А теперь мы поговорим, почему все это произошло. Не о всяких там дворцовых интригах, переворотах, замыслах и прочих мелких деталях, а в целом, почему это случилось на территории нынешней Украины в XVI веке. Почему произошла столь резкая смена экономической и политической формации, почему произошла измена вере отцов, и почему православная церковь Литовской Руси приняла унию. Началось все гораздо раньше, началось все в конце 15 века, когда на территории Нидерландов, на территории будущей Великобритании, Англии и в целом в Западной Европе начался капитализм. Началась промышленная революция, началось строительство буржуазных государств. Эти люди, голландцы, французы, бельгийцы, англичане, немцы, жили плотно, жили плечом к плечу. Плотность населения в Нидерландах в 15 веке была уже 80 человек на квадратный километр, так как на Волыни она была 5 человек. Эти люди создавали промышленность. Эти люди научились делать вещи, которые восточнее Одера вообще не существовало в природе. Плюс к этому очень сильно развивалось морское дело. Голландцы строили транспортные и военные корабли, которые покоряли мир. И для этих кораблей небольшой маршрут Роттердам-Данциг, Данциг-Роттердам не составлял никакого труда ровным счетом. До начала XVI века территории восточнее, скажем так, Житомирщины и южнее Винниччины были малоинтересны литовским феодалам. Там не было людей, там не было тяглых, то есть не было смысла территориальных захватов, потому что не было возможности земли обработать. Да и по большому счету не было рынка для продуктов, которые можно было получить с этих земель. Ситуация очень сильно изменилась к началу XVI века. Радикально изменилась. Рынки Нидерландов стали требовать польскую пшеницу. Благо, логистика была очень проста и понятна. Вот пшеничные поля в Волыни и Галиции, вот на них работают крестьяне, вот они свозят пшеницу в мешки, мешки везутся на телегах к баркам, барки везут эту пшеницу в Данциг, в Данциге они перегружаются на большие корабли, и вот они в Амстердаме. Дело в шляпе. Стоимость логистики постоянно снижалась, а стоимость зерна постоянно росла. Потому что сажать пшеницу в Голландии уже не считалось прибыльным. Там были другие культуры, другое сельское хозяйство, и там была промышленность.
Голландцы могли себе позволить импортировать зерно, потому что голландцы создавали промышленные продукты, требовавшиеся по всей Европе и возрождающейся Америке. И экспорт зерна с каждым годом рос. То есть сначала речь шла о десятках тысяч пудов, потом о сотнях тысяч пудов, а к 1595 году речь зашла о миллионе пудов. Это очень серьезные объемы, это очень серьезная прибыль. И поэтому ничего нет удивительного в том, что на этот раз уже польские феодалы, потому что они перекинулись под Польшу, обратили свой пристальный взор на земли братславских и полтавских Украин. Тогда это было множественное число. То есть территории бывшего Дикого поля. Территории отличного, великолепного чернозема, который давал прекрасный урожай пшеницы. Поэтому пошли захваты, пошли постоянные потоком просьбы королю о выдаче привилеев на новые земли, на получение новых земель на новых территориях. Опасность татарских набегов существовала, она постоянно была, она нарастала, но это ведь деньги. Поэтому магнаты Польши старались как можно глубже закабалить свое население. Здесь, кстати, пошла такая неприятная вещь, как второе рождение крепостного права, вторая редакция крепостного права, вплоть до того, что хозяева стали для своих крепостных не просто академическими главами, но и судебными. То есть они могли казнить и миловать своих холопов. Это чудовищно, но это было так. Естественным образом, вся иная экономическая деятельность в Польше прекратилась. Все иное стало бессмысленным, потому что за свою пшеницу польские магнаты могли купить все. Но хуже того, прекратилось развитие государства. Если в остальных странах вокруг Польши шло развитие абсолютизма, который в то время был весьма перспективным политическим строем, то Польша осталась в пределах военной демократии. В рамках шляхетской республики, когда шляхта и магнаты могли все, а король практически ничего. Поэтому политически Польша была очень слаба. У короля просто физически не было кассы, не было казны. Потому что земли обрабатывались крестьянами, которыми владели магнаты. Пшеница была магнатской. Уходила она в Голландию на магнатских барках. И прибыль получала казна магнатов. Государство от этого не имело ничего. Соответственно, польская коронная армия никогда не превышала 12 тысяч штыков и сабель. Да, политическая ситуация в Польше была своеобразна. Король мог объявить посполитое рушение, и в этом случае вся шляхта Польши, или как княжество Литовского, если он это объявлял и в Литве, подымалась теоретически все как один и с оружием в руках выступала на врага. Это была теория. Практически этого не было никогда. Посполитое рушение объявлялось, но собирало от силы 10, 12, 15 тысяч сабель, и это в самом лучшем случае. И очень скоро это все устарело. Потому что даже собрав максимальное количество возможное конных воинов, король не обладал армией. Армия – это институция, это аппарат, это собрание людей, которые делают все одновременно по приказу. Приказать что-либо конной орде и шляхтичке, каждый мнил, который себя как минимум равным королю, было довольно трудно. Очень скоро шведские войска объяснят польской шляхте, что такое настоящая война. Это будет чуть позже. Но пока идет интенсивный захват территорий по Днепровской Украине. Все южнее, все восточнее. Строятся крепости. Надо дать должное. Поляки не полагаются полностью на казачество
Запорожская, а все же пытаются как-то укрепиться в Поднепровье фортификационно. Но крепостей мало. Крепости можно обойти без особых проблем. То есть у поляков нет возможности строить то, что строили русские в своей засечной черте. То есть массовый на несколько сот километров завал из поваленных деревьев, крепости через каждые 20-30 километров, гарнизоны. Да, Россия в это время тяжело и напряжно продвигалась на юг, строя все новые засечные черты, строя крепости, выматывая свое дворянство этими тяжелыми, чертовски бешено тяжелыми нарядами на охрану границ. Но этим выковывалась будущая русская армия. Поляки задачу охраны южных границ возложили на казачество. Но причем сделали это максимально экономически выгодно, чтобы не терять нужные трудовые ресурсы, которые необходимы для возделывания земель. Казаков было мало. Попасть в казаки было трудно, попасть в казачий реестр было практически невозможно. Реестровых казаков, которые официально несли службу на охране границ, было преступно мало, их не хватало. Нормальным были набеги татар на территорию Литовской Руси, потом Польши. Нормальным был увод огромного количества рабочих рук с территории Волыни, Братславщины, Подолии в Крым, в Феодосию, на огромный невольничий рынок. Для того, чтобы защитить этих людей, требовалось усилия государства. У государства не было средств на эти усилия. Поэтому татары чувствовали себя в Северном Поднепровье совершенно вольготно, грабили, насиловали, убивали в порядке вещей. Надо сказать, что казаки тоже послали алаверды татарам и тоже совершали набеги на их крепости, на их поселения, но в гораздо меньшем размере, потому что казаков просто физически было мало. В лучшие времена Запорожской сечи там было от силы 12 тысяч конных воинов. Это ничто по сравнению с татарской и тем более турецкой армией. Турция, напомню, при Мёрза Керестеш выставила 150 тысяч штыков и сабель. Но это ладно, это опустим. То есть происходит рост территории польского государства де юре. Де-факто происходит рост территории магнатских владений. Магнаты становятся немыслимо, чудовищно богаты. Значит, сказать, что для 1595 года доходы рода Острожских составили 1 миллион 200 тысяч злотых. Это почти столько же, сколько доходы Великого княжества Литовского как государства. То есть магнатские роды погрязли в деньгах. Польша как государство нищенствовала. Польша не могла себе позволить ни армию, ни крепости, ни создание инфраструктур, дорог. Были реки, по ним сплавлялись барки с зерном. Все. Других шляхов зносин, как у нас говорят в Беларуси, не существовало. Поэтому напряжение между магнатскими родами, которые владели всем, и остальной массой населения, которая не владела ничем, росло с каждым днем. Магнаты, дабы не допустить разномыслия, разногласия и, как следствие, бунтов, пошли на избрание короля Жигемонта Вазы, который был и иезуит, и ревностный католик. Его поставили делать то, что он умел лучше всего – блюсти католичество. В этой своей миссии он готов был наплевать на все, в том числе и на Польшу как государство. Что, кстати, ему, в общем-то, и удалось. Потому что восстание Наливайка – это был сепаратистский мятеж против польского государства. К счастью, он был подавлен, к счастью, для Польши. Но это было только начало. Это было только начало, потому что дальше было все гораздо хуже. Магнаты ради своей выгоды, ради того, чтобы расширить продажи зерна на западноперовском рынке, смело
плевали вообще на интересы Польши как государства, на развитие в Польше промышленности, на развитие в Польше внутренней торговли. С кем торговать? Население это либо шляхта, которая бузит по пирушкам, либо крестьяне, которые гроша ломаного с душой не имеют. Работают по 6 дней барщины в неделю. 6 дней барщины в неделю. Это немыслимо для нормального народного хозяйства. То есть в Польше по факту нет внутренней торговли, в Польше нет здоровой финансовой системы, в Польше нет современных институций, в Польше есть двигающаяся католическая реакция, в Польше есть желание магнатов нажиться как можно больше, в Польше есть желание православной церкви, впав в унию с Ватиканом, поучаствовать в разграблении новых земель. Ничего удивительного, что произошло то, что должно было произойти. И нет ничего удивительного в дальнейшем, когда произошли восстания Хмельницкого, когда Польша, которую мы знаем по XVI веку, развалилась на части, когда самые плодородные и хлебные места ушли на восток. Но это совсем другая история. Пока что мы говорим о XVI веке. Так вот, если бы, в истории, конечно, не существует понятия условного наклонения, но если бы не это свалившееся с неба богатство, с простой логистикой, с доступными средствами добычи и с немыслимой рентабельностью, то вполне вероятно, что история Польши пошла по другому пути. Но случилось то, что случилось. Польше был дарован Богом огромный резерв прочности финансовой. Этот резерв финансовой прочности был польской магнатерией с треском профукан. На всякие дурацкие глупости, на постройку замков и дворцов, на выписку итальянских статуй, французских вин, на парчи, бархаты, привезенные тоже из-за границы. В Польше даже пушки не выплавлялись. В Польше даже мушкетные стволы не выковывались. В Польше промышленность существовала на уровне сельского кузнеца. В самом лучшем случае. Зато в Польше была пшеница. Но пшеница эта не была польской. Но об этом мы чуть позже.